но позже. То есть у них был одинаковые рационы, одинаковые условия в самом начале, но потом ограничили его с 8 до 12 недели жизни. The siblings that were on a right time on a diet, they lost weight, but then when they went back to the same diet, they recovered weight and no further consequences. То есть те, которые были отняты от мамки, у них произошел провал в привесах, в среднесуточных привесах. Они сначала провалились, но потом смогли достигнуть его и вернулись к своим собратьям из контрольной группы. So the message of this study is very powerful and says that early in life, whatever you do with nutrition will have long-term consequences on your animal. То есть на самом деле результат, вывод из этого исследования очень важен, катастрофически важен. Он говорит нам о том, что бы мы ни делали с рационами в молодом возрасте, в первые 3 недели, в частном случае на крысятах, но это касается всех, имеет очень-очень долгосрочные последствия на жизнь и воздействие всего животного. The question then is, does it happen in calves? And here is the answer. И вопрос теперь, конечно, одно дело крысята, что у нас с телятами? Это тоже так же работает в телятах? Вот ответ. This is average daily gain in the first 60 days of life. Среднесуточный привес в первые 60-65 дней. This is milk production in the first lactation. И производство молока, продуктивность в первую лактацию. The faster the calf grows early in life, the more production you have in the first lactation. Чем быстрее теленок растет в первые 60 дней, тем больше будет первая лактация. And granted, for those of you that like statistics, you'll say, well, yes, there is a positive trend, but there is a lot of variation. Right? Ну и, конечно, для тех из вас, кто любит статистику, вы можете сказать, не, ну хорошо, как бы тренд я вижу, он положительный, но вариации огромные. But I would argue that the variation is normal, because all I'm doing is, you tell me how much you gain, I'll tell you how much milk production you have. Но я вам отвечу на это, что вариации нормальные. Вы мне говорите, какие у вас среднесуточные привесы, я вам тут же могу сказать, какая у вас будет лактация. I have no idea of your genetic merit. Я ничего не знаю, какая у вас генетика, какую вы используете. I don't know if you're lame, you have mastitis, ketosis, Есть ли у вас хромота, маститы, кетозы, ацидозы, ничего не знаю. All these afflictions that we know will have an impact on milk production. И мы знаем, что все эти факторы влияют на продуктивность. If I put that in the model, I will explain more than 30% of the variation. Если мы все это вложим в мой алгоритм, в модель, мы снизим вот эту вариативность до 30%. Here's another study that we performed a few years ago in 2012. В 2012 году мы сделали еще одно исследование. We collected all the data in the literature that was contrasting levels of milk feeding early in life, between 3 or like half a kilo of milk to 1 kilo of milk. In how much milk we give. Yeah, in the first 60 days. В первые 60 дней сравнили большое количество разных групп животных, которые получали разное количество молока в первые 60 дней. And you see that as you feed more milk, you get more gain in the first 60 days. Понятно, видно сразу, что чем больше молока мы даем, тем больше привеса мы получаем в первые 60 дней. And you get 10%, 4%, 10%, 4%, 6% more milk in the first lactation. И 10 плюс 10 плюс 4 плюс 10 плюс 4% больше молока мы получаем в первую продуктивную лактацию. If you put all these data together and you do a meta-analysis, если складываем все эти данные, делаем метаанализ, you come up with a figure that for every 100 grams of additional gain in the first 60 days of life, мы приходим, в принципе, к следующим цифрам. На каждые дополнительные 100 грамм привеса в день в первые 60 дней жизни теленка, you could expect on average additional 225 or 26 liters of milk in the first lactation. Вы от нее можете ожидать дополнительных плюс 225-226 килограмм молока в первую лактацию. So, just before the break, пока мы не ушли с вами на перерыв на кофе-брейк, why does this happen? Почему это происходит? It happens for many reasons, but one of the major one is called epigenetics. Это происходит по большому количеству разных причин и факторов, но самое главное из них называется эпигенетика. Epi in Greek means on top, so epi is all the mechanisms on top of genetics that will influence the phenotype of the animal. То есть что вообще такое эпигенетика? Эпи по-гречески значит сверху. То есть мы говорим о всех вот этих накладываемых сверху разнообразных факторах, которые влияют на генетику, на генетический потенциал. So basically we're all born with a given set of genes, we cannot change that, that's the у нас у всех, мы когда рождаемся, у нас есть какой-то набор разных генов, их мы изменить не можем.
But based on the experience of the mother and the experience of the baby early in life, Но в зависимости от того, какой опыт испытывает мама, что ее окружает в окружающей среде, и чем и как живет в зависимости от окружающей среды теленок, nature has a way of modulating the expression of the genes that you have and you cannot change. природа, как механизм, имеет тенденцию выражать эти гены таким или иным способом. И то, как это происходит, мы не можем изменить. And one of the ways it does it is by using methyl molecules, putting them on top of the genes. It's like using Typex on a typewriter machine. То есть это, в принципе, природа использует как защитный механизм вот эти вот молекулы метана, которыми закрываются или защищаются разнообразные генетические связки. То есть это, грубо говоря, как мы, если я правильно понимаю, как можно с металлом сравнить, когда мы его красим, чтобы он не вредился, как природа защищает какой-то свой генетический потенциал. So the best example I can give you is these two individuals here. It's a queen bee and a worker bee. Можно пример очень понятный привести на пчелах. У нас есть королева пчела, да, мама или матка, и есть работяга, рабочая пчела. If I take a cell from the queen and a cell from the worker and I do the DNA comparison, they're exactly the same. Если взять клетку ДНК от матки и от пчелы рабочего, они абсолютно идентичны, абсолютно одинаковые. So you have the same genomic value, if you wish, for cows. То есть это можно перенести на генетический потенциал, о котором мы все говорим, покупая материал генетический для коров. But if you look at them, they're really different. Но когда мы глазами на них смотрим, это две очень-очень разные особи. I need to look at the epigenome. I need to look at how many genes of DNA have Typex on top of them, or methyl molecules. То есть мы должны посмотреть с точки зрения эпигенетики, в чем эти животные отличаются. Грубо говоря, когда мы смотрим на генетику, на ДНК, чем отличаются генетические молекулы, которые у нас защищены метаном. And then I will see that yes, this cell has a lot of genes that are silent. They are just erased. То есть, когда мы смотрим на пчелу рабочую, у нее просто в связке получается очень много разных генов, которые, грубо говоря, удалены. But what I find fascinating is why these genes are silent. И фантастически интересный вопрос, почему так происходит, почему у этой особи какие-то гены просто как бы заглушаются, затихают. So, what decides whether this larvae that just hatched the egg early in life will be a queen or a worker bee? Что в природе определяет, у нас личинка проклюнулась, из яйца вылупилась, что в природе решает, вот это вылупившееся что-то, оно будет королевой маткой или работягой? Is the amount of sugar in the royal jelly. Определяет это количество сахара в желе, которое они едят. If the larvae is fed royal jelly with lots of sugar, lots of nutrients, если личинка поедает, ей дается доступ к желе или к меду, да, который ее окружает, с большим количеством питательных элементов, сахаров, all the Typex will be removed and we'll have a queen. все лишнее убирается, все проявляется наилучшим способом и получается королева-мать. But if there is no flowers, the royal jelly will have low sugar, and then all the larvae that will eat that royal jelly will be workers, because we need more bees to find little flowers. Соответственно, если вокруг улья очень мало цветов, то, чем питается эта личинка, будет содержать меньше сахаров. Соответственно, дети, которые вылупляются, превращаются в рабочих пчел, которые должны быть более выносливыми, но менее потенциал иметь к воспроизводству, для того, чтобы они могли летать дальше и находить больше меда с большим цветочным содержанием, с большим количеством сахаров, чтобы выжить. So the same thing happens in calves. Okay, that's why feeding more milk and getting more nutrients into the calf early in life will have better animals. Абсолютно то же самое происходит на телятах. То есть чем больше молока, но этого даже недостаточно, так сказать, чем больше питательного молока или богатого питательными элементами молока мы даем телятам, тем больше потенциального генетического потенциала у нас будет в будущем.